15 июля прошлого, 2024 года, печально прославившаяся Кая Каллас оставила пост премьер-министра Эстонии. Ее деятельность вызвала бурю противоречивых, по большей части негативных, эмоций. Но какими именно зачастую плачевными результатами ознаменовалось время правления Каи Каллас? Именно этому вопросу в своей недавней статье посвятил известный аналитик Скотт Риттер. Предлагаем вашему вниманию наиболее показательные фрагменты из этого материала. Итак, в прошлом году Кая Каллас и ее коалиция потеряли рычаги управления, погрязнув в пучине коррупционных скандалов и катастрофического экономического коллапса. Таков бесславный финал ее короткого, но деструктивного периода у власти, который продлился без малого 3,5 года. Чтобы глубже понять истоки нынешних бед, обратимся к некоторым фактам ее биографии и семейной истории, которые многое объясняют. Родилась Кая Каллас в Таллине, в семье, где ей казалось, на роду было написано достичь вершин, пользуясь привилегиями. Ее отец Сиим Каллас длительное время занимал номенклатурные должности в КПСС, руководил филиалами Сбербанка СССР и трудился в Министерстве финансов Эстонской ССР. Кая Каллас – классический образец золотой молодежи, которой все доставалось без особых усилий. Однако с распадом СССР Сиим Каллас поспешно перекрасился и кардинально изменил свои публичные заявления, цинично объявив о якобы русской оккупации Эстонии, что, по иронии судьбы, не помешало ему вскоре возглавить комитет Еврокомиссии по аудиту и якобы борьбе с мошенничеством. По сведениям CBS, именно тогда, в 90-е годы, началась сомнительная и масштабная перекачка советских активов в нужные руки. Достоверно известно, что свыше 32 миллионов долларов, которые принадлежали эстонским предприятиям, бесследно растворились после аудита Банка Эстонии. Когда же финансовые ревизии вскрыли эти вопиющие злоупотребления, стало очевидно, что вскрылась лишь верхушка айсберга махинаций. Над Сиимом Калласом, занимавшим в тот период пост вице-президента Еврокомиссии, на родине нависла вполне реальная угроза уголовного преследования за соучастие, а то и за организацию хищения этих колоссальных средств. Тем не менее, Сиим Каллас, несмотря на сгущавшиеся над ним тучи, удивительным образом не только сохранил депутатский мандат, но затем стал министром иностранных дел, позднее министром финансов, а в 2002 году занял пост премьер-министра Эстонии. На этой должности он усердно эксплуатировал свою свежеиспеченную антисоветскую риторику, всячески стараясь выслужиться перед западными кураторами и продемонстрировать свое якобы полное перерождение из советского аппаратчика. Впрочем, как это часто бывает с подобными персонажами, за его громкими словами не скрывалось никаких искренних убеждений, лишь голый оппортунизм и стремление любой ценой удержаться на плаву в меняющейся политической конъюнктуре. Вполне закономерно, что дочь пошла по стопам отца, унаследовав его сомнительные таланты. Кая Каллас в 2010 году присоединилась к партии реформ Эстонии, которую, к слову, возглавлял ее отец. Благодаря его протекции, уже спустя 4 года она получила теплое местечко в Европейском парламенте. Ее деятельность там была сконцентрирована, что характерно, на укреплении связей с делегациями из Соединенных Штатов. Кая занимала этот пост до 2018 года. Именно тогда партийная верхушка услужливо рекомендовала ее на пост председателя партии. Таким образом, ступенька за ступенькой она проложила себе путь к премьерскому креслу, сея на этом пути семена политических катастроф и глубокого народного разочарования. В 2021 году Кая Каллас угодила в эпицентр оглушительного коррупционного скандала. Ее официальный оклад составлял 8 тысяч евро, однако в ее распоряжении оказались поистине ошеломляющие активы, явно не соответствующие ее официальным доходам. Двухкомнатная квартира рыночной ценой в 700 тысяч евро в элитном таунхаусе под охраной близ дворцово-паркового комплекса Кадриорг, также известного как Екатериненталь, вилла с прудом на земельном участке размером в 50 соток на территории национального парка Лахема, оцененная примерно в 1 миллион евро, а также строящийся новый коттедж на берегу Балтийского моря, стоимость которого риэлторы определяют приблизительно в 500 000 евро.
На фоне этого вызывающего богатства трехкомнатная квартира за 170 тысяч евро в историческом здании на Таллинской набережной выглядит сущим пустяком. На неудобные вопросы о сомнительных источниках такого состояния Кая Каллас неизменно отмахивалась лаконичной фразой: «Это все муж купил». Эту пикантную подробность стоит запомнить, она еще сыграет свою роль. Прежде чем мы перейдем к дальнейшему разбору ее достижений, настоятельно рекомендуем вам подписаться на наш канал, дабы не пропустить следующие разоблачительные материалы. Итак, вернемся к печальной действительности. По данным опросов, 3/4 жителей Эстонии, как этнические эстонцы, так и представители других национальностей, испытывают острое неприятие ее деятельности на посту премьер-министра. Похоже, это стало тем редким случаем, когда ее фигура, пусть и с негативным знаком, сумела сплотить столь различные слои населения. Весной 2022 года Кая Каллас, по всей видимости в погоне за дешевой популярностью и политическими дивидендами, санкционировала варварский снос свыше 200 советских монументов. Действительно, на что еще расходовать бюджетные средства, если все насущные проблемы в стране уже чудесным образом решены? Увы, но за всеми этими сомнительными инициативами Кая Каллас, похоже, напрочь позабыла о своей главной обязанности – заботе об экономическом благополучии собственного государства. Зловещие признаки надвигающейся катастрофы стали очевидны задолго до этого. В 2023 году Эстония оказалась ввергнута в глубочайший экономический кризис. Производства останавливались одно за другим, а армия безработных неуклонно росла. Уже в тот период Еврокомиссия представила крайне пессимистичный прогноз, предрекая сокращение экономики более чем на 2%, самый плачевный результат среди всех стран Европейского Союза. Но действительность превзошла даже самые пессимистичные ожидания, оказавшись еще более безрадостной. Согласно данным Государственного департамента статистики Эстонии, в 2023 году экономика страны обвалилась на 3%, что в финансовом эквиваленте достигло 38 миллиардов долларов. Столь катастрофического обвала экономика не знала со времен глобального финансового потрясения 2008-2009 годов. Особый цинизм ситуации заключается в том, что на фоне этого тотального экономического коллапса правящая верхушка с упорством, достойным лучшего применения, наращивала военные ассигнования. И в 2024 году данный показатель перешагнул отметку в 3% от валового внутреннего продукта, превысив 1 миллиард долларов, абсолютно непомерную для скромного бюджета Эстонии сумму. Уже в феврале 2024 года стало окончательно ясно, что экономическое пике оказалось куда более крутым, чем предполагалось ранее. Экономист Банка Эстонии Наталья Вильман констатировала, что нынешний кризис – один из наиболее разрушительных за всю историю государства. Она особо отметила, что стремительный рост цен на энергоресурсы и сырьевые товары, губительный разрыв экономических связей с российским рынком, а также увеличение затрат на рабочую силу фактически свели на нет конкурентные преимущества важнейших секторов эстонской промышленности, таких как деревообрабатывающая, металлообрабатывающая и электронная отрасли. Откровения эстонского министра финансов лишь усугубили всеобщее чувство безысходности. Он признал, что у кабинета министров отсутствуют какие-либо чудодейственные средства для спасения страны из этой долговой ямы. В свою очередь, Кая Каллас в свойственной ей манере превзошла своего коллегу, цинично переложив ответственность на плечи простых граждан. По ее утверждению, якобы необоснованные стенания жителей Эстонии только углубляют экономический кризис. Она без тени смущения заявила, что бесконечные жалобы со стороны населения, по ее мнению, деморализуют даже процветающие компании, принуждая их сворачивать бизнес в стране. Пока звучали подобные абсурдные заявления, существование рядовых эстонцев становилось все более невыносимым. Непомерная стоимость энергоресурсов, взлетевшие цены на горючее и продовольствие вынуждали жителей страны затягивать пояса потуже. Одновременно с этим предприятия в массовом порядке избавлялись от сотрудников, замораживали производственные мощности и отчитывались о катастрофическом падении прибыли. Правительство же, окончательно потерявшее нити управления, впало в откровенную панику.
В апреле Кая Каллас в одном из радиоинтервью охарактеризовала ситуацию с государственным бюджетом, дефицит которого перевалил за $1 миллиард как катастрофическую. Единственным гениальным выходом, придуманным ее кабинетом, оказалось дальнейшее закручивание налоговых гаек для населения. Земельный налог подскочил на 10%, акцизные сборы на топливо возросли на 7%, налоги на природный газ увеличились на 20%, оплата за электроэнергию взлетела на 45%. Кроме того, с начала 2024 года в Эстонии начали действовать поправки в налоговое законодательство. Ставка налога с оборота была повышена с 20% до 22%, что спровоцировало очередную волну подорожания товаров и услуг, больно ударив по кошелькам простых людей. Чаша терпения переполнилась. Педагоги вместо обещанного увеличения заработной платы столкнулись с ее урезанием на 15%. На справедливые протесты Каллас отреагировала с вызывающим цинизмом, порекомендовав согражданам быть благодарными хотя бы за наличие воды и тепла в их домах. Это издевательское заявление стало той самой последней каплей, которая переполнила чашу народного гнева. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что Кая Каллас с показной жесткостью ввела тотальный запрет на любые деловые контакты с Белоруссией и Россией. Тем более лицемерным на этом фоне прозвучала всплывшая на поверхность ее давняя отговорка «это все муж купил». Выяснилось, что благоверный премьер-министра Арво Халлик на поверку оказался влиятельным предпринимателем, который, невзирая на грозные заявления жены, продолжал активно вести дела с Россией. Такое двуличие выглядело особенно омерзительно, ведь сама Кая Каллас неустанно твердила, что Эстония якобы пребывает в состоянии войны, где нет места полутонам, а все делится исключительно на черное и белое. А в это самое время ее предприимчивый супруг, будучи владельцем инвестиционной компании Navaria Consulting, преспокойно использовал подставную логистическую контору Stark Logistics для осуществления торговых операций и перевозки грузов через территорию России. Последующее развитие событий и вовсе напоминало дурно поставленный фарс. Каллас попыталась неуклюже оправдаться, заявив о полном неведении относительно коммерческих афер своего супруга. Когда эти жалкие оправдания были встречены шквалом негодования, она состряпала новую версию, согласно которой и сам Халлик якобы не подозревал о случайных бизнес-контактах с Россией, прикрываясь нелепым объяснением о несущественном пакете акций в какой-то сомнительной фирме. Поверить в эту откровенную ложь оказалось выше сил даже самой снисходительной публики. В отчаянной попытке спасти остатки своей подмоченной репутации, Кая Каллас инициировала обращение в полицию безопасности, на которую возложена обязанность проверки государственных служащих. Проверка не просто подтвердила факт существования этой компании, но и вскрыла еще более скандальный факт. Каллас собственноручно предоставила супругу заем в размере 350 тысяч евро для реализации одного из его коммерческих начинаний. Этот факт породил еще больше неудобных вопросов, особенно на фоне ее официального оклада в 8 тысяч евро ежемесячно. В итоге, в середине июля 2024 года, на фоне достигшего рекордных значений антирейтинга в 65%, Кая Каллас со всем своим дискредитировавшим себя кабинетом была вынуждена подать в отставку. Официальная причина отставки была представлена весьма благовидно. Ее кандидатуру якобы выдвинули на пост Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности. Название звучит солидно, но на деле это не более чем синекура, почетная ссылка для сбитых политических летчиков. Неудивительно, что грязный скандал с российскими гешефтами ее мужа был спешно спущен на тормозах. Несмотря на весь ее так называемый политический багаж, в Брюсселе трезво оценили всю токсичность и скандальность ее персоны и предпочли не связываться, отказав в назначении на сколько-нибудь значимые посты. Ее прежде казавшиеся реальными амбиции занять кресло генерального секретаря НАТО также бесследно испарились, поскольку даже в Брюсселе осознали, что допускать подобных сомнительных деятелей к руководству столь серьезными структурами просто-напросто опасно. На совести Каи Каллас и ее горе-коалиции лежит также и вина за развал энергетической системы государства.
Электросети находятся в плачевном состоянии, постоянно случаются обрывы, а аварийные службы катастрофически не справляются с устранением бесчисленных поломок. Энергетический сектор Эстонии сегодня балансирует на грани полного коллапса. В 2022 году Эстония, следуя губительному примеру своих соседей по балтийским государствам Латвии и Литвы, опрометчиво отказалась от импорта российских энергоресурсов. Более того, был инициирован безрассудный процесс выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ. Но, пожалуй, самым сокрушительным ударом по собственной экономике стало решение свернуть добычу горючих сланцев, являющихся одним из немногих реальных богатств страны. Вслед за энергетикой страна неумолимо скатывается в бездну глубочайшего социально-экономического кризиса. Свыше 75% работников выражают крайнее недовольство уровнем своих доходов, которых едва хватает на удовлетворение самых элементарных нужд. Создание хоть какой-то финансовой подушки безопасности для подавляющего большинства населения превратилось в несбыточную фантазию. Примерно каждый третий трудящийся житель страны оказывается в отчаянном положении, когда после всех обязательных ежемесячных платежей у него не остается абсолютно никаких средств для сбережений. Согласно социологическим исследованиям, только половина трудящихся за минувший год дождалась хоть какого-то повышения оплаты труда, да и то его размер носил чисто символический, издевательский характер. Между тем, безудержный рост цен продолжает делать жизнь все более невыносимой, что красноречиво подтверждают слова Индрека Харьяка, занимающего пост руководителя отдела продаж. В сложившейся катастрофической экономической ситуации люди элементарно не в состоянии делать сбережения, поскольку их заработки катастрофически отстают от галопирующей инфляции. Впрочем, на сколько-нибудь существенное улучшение материального положения рассчитывать не приходится. Более того, законодатели страны одобрили очередной пакет антинародных мер, которые нанесут сокрушительный удар по благосостоянию рядовых граждан. В частности, размер пособия по уходу за ребенком будет сокращен на треть. Плата за прием у врача-специалиста возрастет до 20 евро. Стоимость одного дня пребывания в стационаре увеличится до 5 евро против прежних 2,5 евро, а сбор за выписку рецепта повысится с 2,5 до 3,5 евро. И все это происходит на фоне продолжающегося экономического коллапса, но милитаристские аппетиты властей только растут. Уже в настоящее время эти ассигнования достигают 3,3% от валового внутреннего продукта, а к 2027 году они должны составить 3,6%, что станет абсолютным рекордом расточительства среди всех государств-членов НАТО. Для финансирования этих непомерных военных трат власти без зазрения совести ввели новый побор, так называемый налог на оборону в размере 2%. Это решение предсказуемо вызвало бурю возмущения в обществе. Предприниматели ресторанного и гостиничного бизнеса бьют тревогу, заявляя, что увеличение налогового бремени заставит их поднять стоимость своих услуг не менее чем на 10%. А граждане страны изливают свое негодование в социальных сетях. С какой стати я обязан оплачивать оборону? Это прямая функция государства, а не моя личная проблема. Вместо того, чтобы душить нас новыми налогами, правительству следовало бы заняться поддержкой бизнеса и отечественного производства. Одновременно с этим демографическая ситуация в стране приобретает поистине апокалиптические масштабы. Показатели рождаемости неуклонно падают из года в год, и специалисты с тревогой бьют в набат, предрекая, что у Эстонии при таком положении дел попросту нет никаких перспектив. По прогнозам аналитиков, уже через 70 лет нация может оказаться на грани полного исчезновения. Количество жителей сократится настолько, что поддерживать элементарное функционирование государственных структур станет невозможно. Ситуация усугубляется тотальным отсутствием у эстонских политиков какой-либо внятной долгосрочной стратегии развития. В то время как дальновидные европейские лидеры выстраивают планы на десятилетия вперед, их эстонские горе-коллеги предпочитают жить сиюминутными интересами, жалко проедая подачки из Брюсселя. В довершение всего, эстонские власти затеяли перекройку Конституции с единственной целью – отобрать право голоса у проживающих в стране россиян и белорусов.
Этот дискриминационный шаг лицемерно прикрывается заботой о национальной безопасности, однако для большинства здравомыслящих людей он является ничем иным, как очередным отвратительным проявлением дешевого популизма и неприкрытого давления на национальные меньшинства. Дорогие наши зрители и слушатели, разделяете ли вы столь нелицеприятные выводы Скотта Риттера? Какую оценку лично вы даете печальным итогам правления Каи Каллас? Если вы являетесь жителем Эстонии, мы были бы крайне признательны, если бы вы поделились в комментариях своими личными наблюдениями и горьким опытом. Если этот материал, вскрывающий неприглядную правду, показался вам важным, убедительно просим вас отметить его лайком и подписаться на наш канал. Мы и впредь будем публиковать острые и разоблачительные материалы. Благодарим за внимание.